Друзья, похоже, на автомобильном рынке Китая появился еще один серьезный игрок, который готов бросить вызов самым громким новинкам последних лет. И самое интересное, делает он это не только эффектными цифрами на бумаге, но и очень привлекательной ценой. Компания Lynk & Co, премиальный бренд концерна Geely, представила совершенно новый электрический седан Lynk & Co 10. И, честно говоря, новинка ворвалась в один из самых жестких сегментов автомобильного рынка без всякой скромности. Здесь уже давно идет настоящая битва технологий, мощности и дальности хода, но китайцы решили поднять ставки еще выше. Для охвата максимально широкой аудитории покупателей компания подготовила две версии новинки – Lynk & Co 10, ориентированную на комфортную повседневную эксплуатацию и более производительную. Lynk & Co 10 Plus, созданную для тех, кто хочет получить максимум динамики и эмоций за рулем. Только вдумайтесь, базовая версия стоит чуть больше $27 тысяч, а топовая полноприводная модификация выдает невероятные 925 лошадиных сил и при этом оценивается всего в $37 тысяч. Для сравнения, Xiaomi SU7 на домашнем рынке обходится значительно дороже, но не может предложить такой уровень мощности. Но самое интересное скрывается даже не в цифрах разгона. Главная сенсация – это современная 900-вольтовая архитектура, благодаря которой Lynk & Co 10 способен заряжаться настолько быстро, что заставляет нервничать даже признанных лидеров рынка во главе с BYD. Так что давайте ближе познакомимся с этой передовой разработкой, которая прямо сейчас становится одной из самых заметных сенсаций в автомобильной индустрии Китая. Перед нами седан, который продолжает философию дизайна The Next Day. Спереди двухуровневая оптика и плавные линии, но есть и характер. Передний бампер здесь выполнен с явным хищным характером, с элементами, которые будто перекочевали прямиком из мира гоночных автомобилей. Плюс тут активная решетка воздухозаборника. Она сама закрывается или открывается в зависимости от условий, чтобы держать аэродинамический баланс. А если говорим про версию плюс, тут уже совсем другой уровень эмоций. 21-дюймовые кованые диски, мощные тормоза Brembo с 4-поршневыми суппортами и цепкие шины Michelin PSEV. И все это не просто ради вида. Торможение со 100 км в час занимает 33,3 метра. Очень достойный результат. Сзади знакомый стиль, монофонарь во всю ширину кузова и активный спойлер. Но у версии плюс вместо него стоит антикрыло из углеволокна, создавая до 109 кг прижимной силы на максимальной скорости 240 км в час. По размерам машина тоже внушительная. Длина 5050 мм, ширина 1966, высота 1468, а колесная база 3005 мм. Спереди алюминиевая подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади многорычажная схема. А начиная со средней комплектации доступна адаптивная электронно управляемая подвеска, которая в реальном времени подстраивает жесткость каждого амортизатора под дорогу, скорость и стиль езды. Если взять полноприводную версию, здесь уже совсем другой уровень ощущений за рулем. Система полного привода тут умная, и в спортивном режиме она не просто распределяет тягу, а буквально играет моментом между осями, чтобы машина держалась за дорогу максимально цепко и при этом оставалась понятной в поворотах. Одним нажатием можно активировать режим дрифта. И вам даже не нужно долго разбираться. Система сама подбирает оптимальные настройки, чтобы машина была готова скользить максимально контролируемо. И еще фишка – режим быстрого старта. Тут все сделано под максимальный разгон. Нажимаешь одновременно тормоз и газ, и передний и задний моторы заранее нагружаются примерно на 80%. А когда отпускаешь тормоз, машина буквально выстреливает на 100% мощности без задержки. Снаружи он может выглядеть как стильный электрический седан, но самое интересное, как всегда, спрятано внутри, в батареях и электромоторах. Давайте посмотрим, что этот Lynk & Co 10 умеет на деле. Базовая заднеприводная версия уже не про начальный уровень. Тут 408 сил, 800-вольтовая архитектура и батарея на 77 кВт-часа. И результат – до 700 км запаса хода по китайскому циклу.
При весе примерно 2200 килограммов он все равно довольно бодро едет. До сотни разгоняется за 5,9 секунды, а максималка упирается в 220 км в час. Но если хочется дальше и быстрее, есть версия с увеличенной батареей на 95 кВт-ч и уже 900-вольтовой системой. Мощность 503 силы на задней оси. Разгон улучшается до 5,2 секунд, а запас хода вырастает до 816 км. А дальше совсем другая лига. Топовый Lynk & Co 10 Plus получает два мотора и суммарные 925 сил с моментом 913 Ньютон-метра. Такая колоссальная мощность катапультирует тяжелый седан до 100 км в час за 3,2 секунды и максималка 240 км в час. Но за такую динамику приходится платить. Батарея тут на 77 кВт-ч, и запас хода падает до 536 км. Интересный момент – новая 900-вольтовая батарея Energy Golden Brick. По заявлениям бренда, она заряжается с 10 до 70% всего за 4 минуты 22 секунды, а почти полный заряд до 97% занимает 8 минут 42 секунды. Чтобы выдерживать такие токи, инженеры внедрили продвинутую систему термоконтроля с жидкостным охлаждением. Она держит батарею в стабильном диапазоне температур даже под нагрузкой, снижая риск перегрева и продлевая ресурс до примерно 4000 циклов без заметной деградации. Салон новинки построен вокруг идеи сочетания современного комфорта и передовых технологий. Перед глазами водителя аккуратная цифровая приборка и огромный проекционный дисплей на 25,6 дюйма с дополненной реальностью. По центру 15,4-дюймовый тачскрин. Быстрый, плавный, на Snapdragon и новый Flyme Auto второго поколения. Здесь управляется почти все, от климата до мультимедиа. А теперь про комфорт. Передние кресла регулируются от 87 до 159 градусов. В версии плюс еще и спортивные карбоновые ковши, чтобы держать вас в поворотах как надо. И в любом случае есть все, что ждешь от премиума: подогрев, вентиляция и массаж. И это еще не все. В подлокотнике спрятан почти 6-литровый бокс, который умеет не только охлаждать, но и подогревать напитки. Сзади тоже не забыли про пассажиров. Регулируемые спинки, удобный подлокотник с регулировкой функциями комфорта, а финальный штрих – звук. Премиальная аудиосистема на 1600 Вт с 23 динамиками. За безопасность и электронных помощников здесь отвечают два уровня систем. В базовых версиях установлен комплекс G-Pilot на чипах NVIDIA Orin. Камера, радары, лидар на крыше. И машина уже умеет сама уверенно вести себя на трассе, в городе и даже аккуратно помогает с парковкой там, где обычно приходится повозиться. А вот в более дорогих комплектациях все становится еще интереснее. Там стоит уже более мощный процессор NVIDIA Thor. И его главная фишка – не просто помощь водителю, а связка с большой языковой моделью на базе искусственного интеллекта. Проще говоря, автомобиль не просто реагирует на дорогу, а как будто понимает ее, анализирует ситуацию в реальном времени. Учитывает контекст и заранее просчитывает возможные риски, хоть в мегаполисе, хоть на незнакомых дорогах в другой стране. Теперь самое интересное – цена. Сколько же за этот седан просят в Китае? Всего будет 5 комплектаций, 3 с задним приводом и 2 с полным. 2 стартовые версии с батареей 77 кВт-ч и мощностью 408 сил. Стоит примерно 27 200 и 28 тысяч долларов. Дальше идет дальнобойная версия, уже 503 силы и увеличенная батарея, около 30,5 тысяч долларов. Ну а топ – это 2 самые жирные комплектации с плюсом – 34 600 и 37 тысяч долларов. И вот здесь становится очевидно – Lynk & Co 10 – это очень серьезная заявка на то, как в ближайшие годы может выглядеть массовый премиум. С одной стороны, цифры, которые буквально ломают привычное восприятие. Почти 1000 лошадиных сил, зарядка за считанные минуты и динамика на уровне суперкаров. С другой – ценник, который полностью выбивается из логики. Чем быстрее, тем дороже. И самое интересное – это, похоже, только старт.
Китайский рынок сейчас развивается с такой скоростью, будто у него просто сняли все ограничения по технологическому темпу. Вот и финиш этого выпуска, но впереди еще много интересных обзоров. Ваш лайк и подписка – топливо, которое держит наш канал в движении. Делитесь мнениями в комментариях. Вместе мы делаем контент еще ярче. Желаем вам удачных маршрутов, полного бака и комфортных поездок. До новых встреч на канале.